Всем здравствуйте! С наступившим 2021 годом вас! Мы все с удовольствием проводили, а лучше сказать, прогнали 2020. Год начинался как обычно, а потом был непростым. С наступлением Нового года мы желаем друг другу, чтобы последующий год был намного легче предыдущего. Надеемся, что 2021 году будет намного легче справиться с этой задачей. Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым годом и с наилучшими пожеланиями, с новыми надеждами всех вас. А у нас в этом году елочка намного интереснее, чем была в прошлом году. Вся такая наполненная, живая, пушистая. Вот и праздничный сезон закончился. Наступит день, когда надо разбирать рождественскую елку и прибирать украшения до следующего Рождества. Послушать рассказ о традиции после 12-й ночи и узнать, почему люди в Англии обычно разбирают украшения к 6 января, можно, перейдя по ссылке, которую я оставлю здесь вверху, или в описании под видео. На моем YouTube-канале я рассказываю о различных наших путешествиях с акцентом на традиции, историю, но как-то мало информации об истории нашего края. Наверное, потому что мы здесь живем. Для нас все это привычно, обыденно. И я откладываю такие истории на потом, потому что всегда могу их рассказать. В период пандемии COVID-19 мы ограничены в передвижениях. Между блокировками нам удавалось выбраться на прогулку в Озерный край или Карлайл. Это приграничный уездный город в Камбрии, а также является нашим административным центром на северо-западе Англии. Кельты, римляне, пограничники, вторгшиеся армии – все это составило нам интересное наследие для изучения. Ранняя история Карлайла отмечена его статусом римского поселения, основанного для обслуживания форта в стене Андриана. В средние века из-за своей близости к королевству Шотландия Карлайл стал военным оплотом. Замок Карлайл до сих пор остается относительно нетронутым. Могучий средневековый замок был построен в 1092 году английским королем Вильгельмом II, известным также как Гийом Леру по прозвищу Уильям Руфус, из-за бледности своего лица или же рыжины своих волос. Сын своего отца, любимчик Вильгельма Завоевателя. Замок стратегически расположен на границе между Англией и Шотландией. На протяжении веков играл важную роль в истории Карлайла и за свою 929-летнюю историю был свидетелем множества нападений.
много раз переходил из рук в руки между англичанами и шотландцами. Когда-то он использовался как тюрьма и казарма для военных, но по сей день здесь находится штаб-квартира Королевского полка. Говорят, что одним из многих призраков, обитающих в здании, является женщина, которую нашли замурованной в стене. Ее скелет был обнаружен на втором этаже крепости в 1830 году, что привело к смерти одного солдата от испуга. Но замок Карлайл известен из-за того, что в его стенах в 1568 году была заключена Мария, королева Шотландии, также известная как Мария Стюарт. В начале XII века английский король Генрих I, также известный как Анри Буклерк, разрешил основать монастырь в городе. Его епархия была образована в 1133 году. Монастырь стал собором. Карлайл получил статус города. Карлайский собор является единственным в Камбрии и считается вторым по величине из древних соборов Англии, после Оксфордского. В Оксфорде мы тоже с вами побывали. Посмотреть на самый маленький собор Англии можно, перейдя по ссылке. Карлайский собор имеет долгую и бурную историю. Он начинал свою жизнь как нормандская монастырская церковь в 1123 году, построенная на фундаменте более ранней, который, вероятно, датируется VIII веком, разрушенная под натисками викингов, оставаясь руинами до 1090 года. Части оригинальных нормандских элементов все еще видны в южном трансепте и двух оставшихся бухтах Нефа. В XIII веке хор собора был перестроен в готическом стиле, но новое здание было сильно повреждено пожаром в 1292 году, и работы пришлось начинать заново. К 1322 году восточная часть была завершена красивым стеклянным ажурным окном, одним из лучших образцов витражей XIV века в стране. Узор выполнен в сложнейшем стиле английской готики, который называется Flowing Decorated Gothic. В 1536 году, после распуска монастырей при короле Генрихе VIII, здание стало собором англиканской церкви. Большая часть нефа была разрушена во время гражданской войны, однако его использование в качестве церкви продолжалось до 1870 года. Нельзя не отметить еще несколько особенностей собора. Мемориальное окно в северном трансепте увековечивает память 5 дочерей декана Карлайского собора Арчибальда Тейла и его жены Кэтрин. Супружеская пара потеряла 5 детей в течение 33 дней, скончавшихся в 1856 году от скарлатины. Даже в те дни детской высокой смертности их смерть вызвала шок.
Рисунки в проходах нефа показывают сцены из жизни святого Августина, святого Антония и святого Кадберта. Потолок алтаря XIV века сделан из тонких деревянных досок. Богато украшенная темно-синяя краска и свод скрывают тот факт, что потолки более нежные, чем у многих соборов. Стиль следует средневековому оригиналу, но детализация и цвет, ангелы, звезды были работой Оуэна Джонса, одного из величайших художников-декораторов того времени. Последний раз потолок перекрашивали в 1970 году. В период с 1853 по 1870 год собор реставрировали. Епископский трон или престол кафедра епископа в любом соборе – это особенность, которая дает зданию его название. Настоящий трон был установлен в 1880 году на том месте, что и более ранее, на южной стороне хора, рядом с портером. Сегодня в соборе хранятся резные рисунки, произведения искусства и сокровища, помимо библиотеки. Раскопки в этом районе в 1988 году были важным археологическим событием. Еще интересные особенности. Роберт де Брюс присягнул английской короне в церкви перед своим будущим заклятым врагом, королем Эдуардом I. Эдуард I проводил свой парламент в Карлайле и поклонялся в соборе незадолго до своей смерти. Согласно исторической легенде, в соборе погребены внутренности Ричарда Львиное Сердце. А в канун Рождества 1997 года в церкви Святой Марии Карлайл венчался писатель сэр Вальтер Скотт. В 1949 году в соборе появилась мемориальная часовня пограничного полка. Я приглашаю вас зайти и посмотреть этот собор.